Вот стабилизаторы успокоители качки. Один запустился. Второй запускаться не хочет. Не срабатывает. Сейчас крылья в верхнем положении. Центр не берется. Центр браться не хочет. На ручной не хочет переходить. Вот я вытащил блок управления. Вот эти все кабеля заведены внутрь, там припаяны или прикручены. Они не отщелкиваются, к сожалению. Придется сейчас как-то снимать корпус. Здесь запаса не сильно много. Ну ничего, разберемся. Так это выглядит с разобранным корпусом. Вся вот эта конструкция. Что можно видеть? Вот вроде как 24 вольта плюс и земля приходит сюда. Отсюда пошло вот на вот этот контакт. Здесь мы видим предохранитель. Очевидно, он полетел. Ну, что-то там должно быть еще. Сейчас надо будет как-то подобраться и проверить. Получилось вскрыть, сделать немного доступ. Вот видно, где здесь предохранитель. Дальше вот там стоит варистор. Вот здесь вот. Надо будет до него добраться, проверить, в каком он состоянии. Здесь я снял предохранитель, а дальше там отпаял варистор. Вот они. Предохранитель в обрыве, и вот этот варистор пробит. Надо заменить. Ну вот, нашел защитный варистор. Другой бренд, но тоже на 26 вольт. Вот его сейчас буду ставить на место. Я снял эту плату, куда приходит 24 вольта, сюда и сюда. Заменив этот варистор и предохранитель, были замечены подгоревшие детали. Вот здесь в углу платы, в нижнем углу, подгоревшие резисторы. Вот они. Чтобы найти точно номинал вот этих сгоревших резисторов, я решил разобрать блок управления носовых стабилизаторов. Вот это у нас кормовой разобранный. Вот я разобрал и носовой. Но там точно такая же проблема на этой плате, как и здесь. Вот мы видим точно такие же подгоревшие резисторы. Так что поломки, похоже, одинаковые. Единственное, что здесь остался целый предохранитель и целый варистор. Но здесь с резисторами такая же проблема. Поэтому будем ремонтировать оба блока и смотреть, что будет дальше. Так, я запаял сюда новые резисторы 10-омные на одну плату и на вторую. Вот эти резисторы рядом казались вначале неисправны, проверил, они исправные. Тут с ними все в порядке. Вот с этими 100-омными резисторами сгорели только 10-омные. Ну, судя по схеме, это получается у нас развязывающий резистор в сигнальной цепи. Тут прислали кусочек схемы, техподдержка. Могли и общую схему прислать, но что-то зажали. Вот он, этот наш 10-омный резистор. Получается один 100-омный, второй 100-омный, третий. Вот у нас один 100-омный, второй 100-омный, ну и третий, который идет на землю, это у нас 10-омный. Ну и здесь так само. Мы в кормовой стабилизаторной станции. Вот открываем, здесь все нормально. Видно, работает PLC. Приходит питание. Сейчас пойдем посмотрим носовую станцию стабилизаторов. Вот стабилизаторная, крылья, передние крылья. Вот здесь полное
устройство. Гидравлическая машина. Моторы управления. Вот здесь получается вот этот один, второй. Это частотные драйвера для электромоторов. Они разные. Один новый, один старый, на два мотора. Этот был поменен, это старый, это был когда-то помененный. И вот это управление. Вот это вот включение управления, блок управления здесь, который стоит непосредственно. Сюда приходят сигналы из блока управления на мостике. И здесь у нас горит предохранитель, вот здесь. Сейчас я его убрал. Вот такой предохранитель. Здесь он выгорает. И пока непонятно почему. Видно, лампочка загорелась, когда сгорел предохранитель. Вот тут у нас, скорее всего, вот этот PLC у нас не работает. Надо будет сейчас смотреть более внимательно. Чтобы поточнее определить, где у нас короткое замыкание, почему сгорает вот этот предохранитель, я уберу все реле. Проблема может быть в реле или в том, что оно переключает. Переключение, вот здесь идет все провода, которые потом еще куда-то выходят. То есть нужно исключить проблему в реле и дальше смотреть, искать дальше. Так, раз уже эти самые реле сняли, можно будет их проверить. Вот это 24-вольтовый постоянного тока реле. Вот эти контакты нормально замкнутые. При подаче напряжения вот эти будут замкнутые. Ну вот подаем напряжение с лабораторного блока питания. Сейчас будем проверять. Нормально замкнутые. Подали напряжение. Пропало. Это работает реле. Так, проверили все реле, они оказались нормальные. Я снял все реле. Видим, сейчас у нас предохранители не летят. Вот здесь горят две лампочки, куда приходит вот здесь и здесь напряжение по умолчанию. Приходит напряжение также на вот этот PLC, пока ничего тут не горит, но напряжение подходит. Это предохранитель не выбивает, уже хорошо. Сейчас буду поставлю сюда два реле. Посмотрим, куда это перекинет напряжение и будет ли выбивать предохранители. Итак, мы видим эти два реле на месте, куда приходит напряжение. Предохранители в порядке. Сейчас я буду по очереди ставить реле, смотреть, на какой линии у нас причина короткого замыкания. В итоге проблема перегорания предохранителя оказалась в линии первого реле, вот здесь. Это цепь питания одного из электромагнитных клапанов на гидравлической машине. Ну, с этим быстро разобрались. Теперь надо определиться, что же делать с PLC. PLC не работает. Снял PLC, пронумеровал все контакты, чтобы потом не запутаться. Сейчас будем смотреть PLC, что там. Вот он, этот PLC. Вот такой. Выглядит это так. Крышка снимается на защелках. Вот этот предохранитель цепи питания, он в обрыве. Предохранитель на 500 мА. И вот эта микросхема пробита. Ножки звонятся накоротко. Это преобразователь напряжения. Вот такой. Вот корпус треснутый. Итак, после того, как я заменил вот этот преобразователь напряжения, здесь он заработал, выдает 5 вольт. Что у нас имеется? Эпромка 5 вольт сюда приходит, но не работает вот этот экран и ничего как бы функции этот PLC не выполняет. Вот здесь есть под экраном, вот видно,
микропроцессор. Он очень сильно греется. И греется вот эта микросхема. И вот эта микросхема, где-то у нас короткое замыкание. Или в процессоре, или в микросхеме. Кто-то из них виноват в том, что у нас идет перегрев и нет нормальной работы. Здесь я ставлю на землю. И в этой микросхеме, вот у нас здесь земля. А вот плюс. То есть у нас в микросхеме между землей и плюсом короткое замыкание. Так что у нас причина или здесь по линии, дальше он нагревается, потому что короткое в процессоре. Сейчас я отпаяю эту схему и посмотрим, кто из них виноват. После того, как я отпаял вот эту микросхему, вот она здесь стояла, она оказалась исправна. И короткое замыкание вот здесь между питанием и землей не ушло. Это микросхема в порядке, которая стояла здесь. После этого я решил проверить, что у нас в обвязке вот этого микроконтроллера. Вот эти микросхемы в порядке. Дошел до вот этой. Вот это у нас микросхема, вот ее распиновка, T7 TC 7S14F. Это триггер Шмидта. Вот сейчас мы посмотрим между землей и ВЦЦ, что он нам показывает. Десять Ом. 10 Ом это очень мало. Поэтому сейчас я отпаяю вот эту микросхемку, этот триггер Шмидта. Проверим. Если короткая вот это 10 Ом уйдет, значит в порядке у нас микроконтроллер. Если не уйдет, ну скорее всего микроконтроллер уже сгорел. Отпаяв триггер Шмидта, мы находим, что он в порядке. Я его прозвонил. Хорошо, здесь 10 Ом остается. После того, как были проверены вот эти микросхемы, сняты пару микросхем, потому что на них было 10 Ом, всего 10 Ом на линии питания между ВЦЦ и землей. Микросхемы оказались исправными. Пало подозрение на микроконтроллер. Вот я его снял, отсюда отпаял. И подозрения подтвердились, что сгорел вот этот микроконтроллер. Теперь вот здесь вот все линии питания было 10 Ом, стало 350 Ом. 350 Ом это уже нормальное значение. В общем, микроконтроллер под замену, но такого в продаже не достать, поэтому пришлось покупать новый, полностью в сборе PLC, чтобы заменить вот этот неисправный. Здесь все хорошо. Заменена вот эта микросхема, заменен вот здесь предохранитель. Осталось поставить сам процессор, но его просто реально негде купить. Поэтому это все у нас в утиль. Ставим новый PLC в наши стабилизаторы. Вот это кормовая станция. Вот мы видим здесь PLC. И новый PLC для носовой станции программировался по образцу вот с этого PLC. Входим в меню, выбираем монитор. И вот здесь мы видим блоки, какие нужно. Просто списывались отсюда в тетрадку блоки. Вот как здесь. Потом заносилась вся информация в новый PLC. Тут можно еще вот посмотреть команда Jump. Пойти сюда. Выбрать по каждому блоку. Ну и смотреть все как здесь. Также делалось и на новом блоке. Запрограммировано. Вот выход. Выходим. Все. Вот так. Сняли отсюда информацию и загрузили его в новый PLC.
для носовой станции стабилизаторов. Итак, включаем здесь. Включаем здесь. Так, загорелась лампочка, сигнал. Крылья автоматически стали в центр, и на другие кнопки никакой реакции. Так, после ремонта PLC носовой станции включаем. Так, пошел тест. Вот этот блок управления, он проверяет сам себя, все ли в порядке. Все. Вот, включился. Выставились на 0 крылья. Но на другие кнопки прибор не реагирует. Я опять открыл блок управления. Это блок управления кормовой станции. Потому что у нас сигнал не проходит от нажатия кнопок контроля здесь. Ничего не происходит. Крылья становятся в центр, но дальше никакой автоматической работы не происходит. Итак, после долгого изучения проблемы, почему крылья становились в центр, техподдержка подсказала, что потому что у нас, возможно, приходит сигнал с машинного отделения, что судно работает на задний ход. В этом случае автоматически крылья ставятся в нулевое положение. Чтобы это проверить, вот здесь, значит, сигнал приходит вот на вот эту колодку G5, G5. Вот это вот первый и второй контакт. У нас получается здесь есть сопротивление. То есть здесь замкнутый контакт говорит о том, что судно работает на задний ход и нужно ставить крылья в центральное положение. Как только я отсоединил вот этот контакт, у нас стало все работать как и положено. Переключаются, вот можно включить центр, manual, авто, загорается авто. Все включается. Центр, пожалуйста, авто, manual. Все работает. Сейчас все работает. Потому что откинутый вот этот контакт. Вот он откинут. У нас работали на азиподах специалисты ABB. Делали сервис, подключали. Я предполагаю, что они просто там накосячили. И сюда приходит, замкнули там контакт или что там, какой-то сенсор. И сюда приходит постоянный сигнал. Вернее, он не приходит здесь, как холодный контакт. В замкнутом состоянии стабилизаторы получают информацию о том, что задний ход. В разомкнутом о том, что нормальная работа. Ход вперед или стоим на месте. В принципе, сейчас можно его откинуть, работать, как он будет работать, все хорошо. Ну и теперь надо ABB, пусть азиподчики со своими азиподами разбираются, что они там подключили. На этом как бы все хорошо, все работает. Можно ставить назад. Все исправлено. По большому счету нам и не нужна эта информация о заднем ходе, чтобы крылья ставить в центр. Потому что когда маневры, мы всегда ставим крылья в центр, чтобы они не мешали при швартовке. А вот здесь это служба поддержки Quantum прислала. Вот этот G5 соединение. И вот первый, второй. Отсюда приходит сигнал о том, что судно идет назад или стоит. Можно это даже проверить, замкнув вот эти концы. Тоже имитировать движение вперед. Тоже должно все заработать. Ну, нам это не надо. У нас только хватает вот этого отсоединить один контакт с вот этой клеммой. Вот передняя панель управления. Здесь тоже этот первый. Вот два провода приходят
говорящий о том, что у нас задний ход. Вот один провод откидываем, и система будет работать дальше. Будет теперь так, с откинутой проводом от переключателя на задний ход. После того, как откинули провода от датчиков заднего хода, включаем. Сейчас этот блимкает, проходит селф-тест. Смотрим, что сейчас будет. Должно все работать. Все, селф-тест закончился. Теперь мы можем выбирать manual позицию или выбрать Zero Speed, автоматическое состояние, центр. Ну и тут то же самое. Все работает. Zero Speed. Все работает. Ремонт окончен. Вот это носовые стабилизаторы. Заменили вот этот PLC, который был сгоревший, и запрограммировали по образцу кормовых стабилизаторов. Сейчас тут все работает. Вот тут вот было замыкание на этом реле. Оказалось, что оно шло, короткое шло отсюда. Вот здесь есть датчик, вот этот клапан. И на клапане был вот такой вот такая плата, которая сигнализировала о том, что питание подано, клапан работает. Но здесь произошло замыкание, поэтому мы ее просто выкидываем. И не будет сигнализации. Ну, не сигнализации, просто не будет индикации. А сейчас все работает, и так мы это оставляем. Вот это два преобразователя частоты для моторов, для вот этих. Здесь гидравлика все работает. Ну и здесь тоже все работает. Вот я крышку закрыл. Можно выбирать, какой мы работает. Гидравлический насос 1, 2. Можем выбирать здесь. Вот, переключили на другой насос. Все, запустился другой насос. Этого частота уходит. Здесь запустилась. Тут лампочка погасла. Все нормально, все работает. Вот так как мы в порту стоим, то особой тут качки нет сейчас пока. Все, после того, как мы проверили, что все работает, выключаем. Нажимаем кнопочку. Тут. И тут. Все, пошло выключение. И отключилось. Ремонт окончен, все хорошо.